Всем привет, девчонки! Сегодня мы с вами будем лепить вот такой цветочек, остеоспермум называется. Для начала мы сделаем чашечку. Чашечку я сделала уже, как вы видели в мастер-классе, где я ромашки делала. Сейчас скажу, какого размера он. Где-то сантиметр размер, такая чашечка. Сюда мы будем крепить лепесточки. Так, чашечку поставим. И сейчас будем раскатывать глину для лепесточков. Для этого я окрасила розовой красочкой. А потом мы будем тонировать еще лепесточки. Так, розовую глинку берем. Розовую глинку. Первый цветочек, который я лепила, вот этот свой, я вручную каждый лепесточек раскатывала. Потом нашла у себя такой катер и попробую с ним сделать, чтобы побыстрее. Так, сейчас раскатаем нашу глинку и вырежем лепесточки, цветочек. Посмотрим, что так очень долго каждый лепесточек раскатывать. Так, может, побыстрее получится у нас. Но если у вас нету, можете тоже вручную раскатать. Так, потому что пробовала вот так поднимать и это самое вырезать, что-то он плохо вырезает. Поэтому еще так руками продавлю. Вот так, чтобы все у нас хорошо отошло. Здесь на этом катере 15, вроде 15 я посчитала, лепесточков. На цветке у нас 16. Так, глинку берем. Берем глинку. Так. Еще работает это. Теперь все равно на каждый лепесточек, вот видите, до конца все равно не снялось. Каждый лепесточек надо ножничками вырезать. Потому что нам нужна ножка. Так, сначала отрежу. Сейчас каждый лепесточек еще вырежу. Не очень четко, не очень мне понравилось, но сейчас вот каждый лепесточек вырежу. Надо глина, чтобы была свежая совсем, может тогда вырежется. Но тогда она бы к рукам липнет, если очень свежий. Сейчас я их все вырежу. Надо спрятать их, чтобы они не засохли, пока я буду работать с каждым отдельности. Сейчас я его сюда в файл уже положу. Так, вырезали. Сейчас надо. Сейчас так сниму сюда файл с этой стороны. Так вот сюда сложу. Покажу вам, как я сделаю один лепесточек, остальные я потом уже доделаю, потому что это слишком много времени займет. Так они у нас здесь не подсохнут, наши лепесточки. Видите? Так. Теперь мы все равно его будем раскатывать. Простите. Раскатывать. Вроде получается у нас они округлые, я смотрю. И эти тоже такие же получились. Ну, вроде хорошо. Как-то побыстрее даже, чем вручную. Поровнее получается. Сейчас надо нам взять молот. Так, молот ромашечки. Как всегда. Сейчас посмотрю внимательно.
как он у меня. Ну, вроде похож. Мне главное, чтобы я попала, чтобы он такой был. Еще немножко в стороны надо раскатать. Еще в стороны немножко раскатать. Он такой более округлый. Лепесточек у этого цветочка. Ножку трогать не буду. Потому что потом немножко надо все-таки подровнять, какой-то удлиненный. Немножко подровняю. Еще подкатаем. Такой более округлый нам надо. Теперь на молде отпечатаем. Так. Посмотрю. Здесь у меня он не такой, как у ромашки, такие мелкие полосочки. Значит, я смотрю, где у меня такие мелкие полосочки. Вот такой вот. Такие полосочки должны быть мелкие. Так, теперь я... Сейчас у меня все записано, потому что я уже лепила и все записала у меня в книге. Специальная тетрадь. Так, вот. Размер у нас... Надо, чтобы они все были одинакового размера. Вот видите, я даже сделала себе такую заготовочку. Я его просто приклеила и клеем смазала. Теперь я могу посмотреть. Видите, немножко этот больше получается. Ну. И здесь у нас ножка. Надо так ножку откатать. Вот так. Ножечка такая у нас у цветочка будет. Так. Сейчас я слеплю все лепесточки. И потом мы будем их тонировать. Так, наши лепесточки подсохли немножко. Сейчас мы будем их тонировать. С лицевой стороны мы затонируем сиреневой пастелью. Я смотрю, у меня записано просто все. Сиреневой пастелью с лицевой стороны. Так, не до конца. Здесь оставим светленькой. Сиреневой. Сначала затонирую сиреневой пастелью все лепесточки. Так, чтобы не задерживать время, на одном лепесточке покажу. Так, сиреневый сначала, а с наружной стороны синий. Возьму другую кисточку сейчас. Кисточку. Синий. Вот можете видеть. Не сильно, но вот так синий. Так, такие кисточки не годятся. Но только такие покороче и ровные такие. Вот я использую для макияжа, которые не нужны, уже тоже хорошо подходит. Здесь синий. Тогда получается более насыщенный цвет, темный. Смотрим, если не хватает, еще немножко тонируем. Синий. Так, синий и синий.
Еще немножко сиреневой надо, потому что немножко такой слабый цвет. Они такие яркие-яркие цветочки. Так, где-то. Так у нас получается такие лепесточки. Сейчас я все затонирую и потом продолжим дальше лепить наш цветочек. Итак, мы заканчиваем тонировать наши лепесточки для того, чтобы побыстрее у нас получалось. Я вот так по 3 ложу сразу, чтобы не по одному. И тонирую сейчас. Последние 3 у меня лепесточка осталось с обратной стороны, с наружной, синим дотонирую. И начнем собирать наш цветочек. Вот. Наши лепесточки готовы. Теперь нам нужен клей. Приклеивать. Берем нашу чашечку. Я ее, наверное, смажу. Клеим все. Клеим. И начинаем приклеивать. Так будем клеить. Тут пинцетом клею, так руками как-то. Они у меня еще не совсем подсохли, я как всегда тороплюсь. Так, не падай. Я там не ушла с камеры, а то я тут снимаю. Сейчас тут я наснимаю. Сюда, поближе. Так. Придется еще. Сейчас трогать особо нельзя, потому что у них все живое. Ну, промежутки у него такие довольно-таки большие. Все равно буду еще все подравнивать. Так, возьму так. Сейчас надо взять мне вот эту своего помощника, чтобы лепесточки не перекручивались. Сейчас я все приклею, потому что надо каждый раз немножко подождать, чтобы подсохло. Чтобы равномерно лепесточки все распределились. Сейчас я аккуратно сама все приклею. Подожду немножко, чтобы подсохло, и тогда продолжим. Дальше нам еще серединку. Вот. И продолжим сейчас приклеивать. Итак, лепесточки я приклеила. Вот, равномерно их распределила. Так пока поставлю, потому что он еще будет сохнуть. Он у нас еще не высохший. Его тут так прислоню. И теперь нам надо тычинку сделать. Для этого мы возьмем глину потемнее. Но она все равно еще будет тонироваться. Так, это, наверное, уже у меня все и конец, что ли. Я тут плохо замотала. Так, вот у меня есть еще. Тут сейчас глинку потемнее возьмем и сделаем мы серединку. Серединка такая очень интересная у этого цветочка. Так, как бы вам показать-то ее? Сейчас достану цветочек. Вот она такая, с такими как
кругляшочками. Долго ее рассматривала. И на молде нашла такой. На молде нашла такой вот с точечками такой, серединку такую. Сейчас я сделаю. Диаметр. Сейчас посмотрю где-то сколько. Тут надо смотреть уже по цветку, чтобы он мне перекрыл эти все места, которые нам не нужно. Там лепесточки, где приклеены, чтобы это место перекрыть. Где-то вот такой шарик небольшой, я не знаю, это пол-сантиметра где-то, что ли. Ну, где-то, да, такое 0,5 сантиметра. И теперь сделаем мы серединку. Сюда вдавливаем. Сейчас еще буду смотреть, если она будет большая, то я ее обрежу. Вот видите, такая интересная серединка у нас. Если я примерю. Ну, для этого, если такой вот цветка, эта серединка тоже годится. Так что сейчас я ее зафиксирую. Зафиксирую. Потом еще немножко можно будет подмять там под низ. Так, подделать. Сейчас. Аккуратно. Низ. Я смажу саму серединку. Так. Неудобно. Одной рукой держу. Так, сейчас. И клеем запачкать. Теперь буду делать. Возьму стек свой. Надо придавить. По краям так, как будто вдавливаю. Аптечки не годятся. Сейчас. Вот так, по кругу так немножко эту серединку придавить, чтобы она прилегла к лепесточкам. Чтобы не видно было. Ну, еще надо будет его просушить. И серединку еще надо нам затонировать. Затонировать надо, я здесь тонировала темный, синий такой. Потому что еще надо, видите, затонировать по краю, ну, по центру сами лепесточки и серединку. Сейчас возьму красочку. Здесь я уже буду масляной краской. Но нет такой пастели темной. Я пастель, но почему-то в моей палитре нет черной пастели. Я сначала даже пробовала фломастером синим. Как раз вот и получается. Сейчас мы попробуем, если не испорчу. Можно даже фломастером. Тоже получается такой же тон. Можно и фломастером. Главное сейчас цветок не запачкать. Видите как? Она получается такая темная. Так. И теперь
Но эти я не могу пока фломастером, потому что... Ну, сейчас я попробую, конечно, просто... Они еще не так хорошо подсохли, лепесточки, чтобы я могла сделать... Здесь вот такие загнутые края у лепесточки, и вот их надо затонировать по краешку. Я надеюсь, вам видно. Сейчас, может, сфокусируется. Камера, давай фокусируйся. Так что иногда можно и с помощью фломастеров тоже тонировать. И так каждый лепесточек нам надо, видите, как затонировать. Вот какой-то. Вот. Этот у меня поменьше. И еще, чтобы он вот такого цвета стал, по краю каждого лепесточка, это уже пальцем даже можно, я пальцем делала, вот так вот проходимся немножко. Ой, так, где-то моя была. Сейчас найду. Ага, вот это лишнего много набрала. Можно вот таким спонжиком. Пальцем. Вот. И теперь у нас доходит такой же цвет. Но чуть-чуть немного. Снимайте лишнее. Теперь мы добиваемся такого цвета, какой он должен быть. Наш цветочек. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, как слепить этот лепесточек. Господи, я что-то закрываю. Лепесточек, цветочек наш. Так. Я дальше все доделаю, когда он подсохнет. Я его вот сейчас так подвешу, чтобы он у нас досыхал. Ну, очень красивый цветочек получается. Вот я уже долепила полностью, даже уже, как вы видите, уже даже с листочками, с бутончиками. Чашелистник тоже сделала. Чашелистник я уже отдельно одевала, когда уже цветочек высох. Листочки. Этот завядший такой цветочек тоже сделала. Вот. Немножко помела его. Пока тут. Ну вот. На этом сегодня все, девчонки. Надеюсь, вам все было понятно, как слепить такой цветочек. Если вы захотите, я дальше продолжу, как делать бутончик, листочки. В общем, весь такой цветочек. Потому что тут я буду дальше все-таки собирать. Может, и сама сниму. Вот. Еще вам хотела показать, я закончила, так недавно видео выставила, Энотера желтенький, тоже уже закончила его. Дальше листочки, бутончики вот эти. Вот. Это мои такие заготовки на зиму. Потом я буду дальше продолжать. Еще несколько штучек, чтобы получался букетик у нас. Так, что у меня еще тут готово? Ой. Ромашечка тоже. Ромашечка тоже у меня немножко маловато. Еще нужно долепить ромашечек. Вот. Вот моя такая летняя полянка. Шиповник. Веточка шиповника. Уже почти готова. Вот. Сделала. Так что могу еще дальше листочки как слепить. Еще много. И вот этот тоже очень интересные цветы. Как можете видеть. Вот такой получается красивая. Такая получается красивая веточка шиповника у нас. Вот. Ну, сегодня мы этот лепили. А, вот еще у меня такой вьюнок. Я еще не обкатала, только нос зафиксировала. Такой
вьюночек у меня. Вот моя такая летняя полянка. Летняя полянка. Ну вот, на этом сегодня все, девчонки. Если вам понравилось, посмотрели, поставьте класс, пожалуйста, поддержите меня. Мне это очень важно. И до следующих видео. Все, девчонки, пока. Успехов всем. Пока.